Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Алексей Наумов, американист на связи. Алексей, приветствую вас. Да, я приветствую подписчиков не только канала Александра, но и канала своего в Телеграме. Алексей Наумов .внешпол он называется. Всех буду рад видеть. Давайте, что называется, вместе разбираться в сложностях международных отношений и мировой политики. Да, значит, ссылочка обязательно в описании, и начнем, пожалуй, разбираться. Начнем с визита Дмитриева. Сегодня выходит посол Стефанишина, украинский, и говорит, надо на Дмитриева санкции наложить. За этот визит, за его слова, заявления, продлевает, растягивает время Россия и не говорит о том, чтобы закончить войну, а ищет там новых спонсоров продолжения войны и так далее. Вообще визит достаточно специфический, потому что, Трамп, с Рубио, они в Малайзии, мы это обсудим отдельно, а Дмитриев с шоколадками, у Анны Паулины Луны, встречается с рядом фигур, но каких-то определенных прорывов не было. Это такой визит, чтобы донести позицию Путина до американцев. Но возникает вопрос, каких именно и почему выбрано это время во время саммита? Вы знаете, во-первых, конечно, господу Стефанишину забыли спросить. Во-вторых, понятно, что Кирилл Дмитриев – это тот человек, которого понимают американцы. Это не какой-нибудь убеленный сединами российский дипломат или глава дипмиссии. Это человек, который, собственно, закончил Стэнфорд, построил американскую карьеру вполне себе успешную, самостоятельно, без всякой протекции, без всякой помощи со стороны. И, безусловно, это тот человек, который, грубо говоря, русский для американцев и тоже немножко американец для американцев. То есть, понимаете, американцы, они... Я много общался с ними, и с дипломатами, с политиками даже, и они все-таки немного зациклены на себе. Это, они буквально живут на своем континенте, в своем мире, и они, когда вы выглядите по-другому, говорите немного по-другому, когда вы speak with a heavy Russian accent, понимаете, с тяжелым таким русским акцентом, вас немножечко не очень воспринимают всерьез. И Дмитрий в этом плане со своим хорошим английским, со своим опытом работы в США, успешным, повторюсь, это тот человек, которого американцы понимают. И плюс к тому, он спецпредставитель. Спецпредставитель – это тот человек, который не связан тяжелой бюрократической, часто машиной какого-то ведомства, какого-то министерства. Это тот человек, который имеет прямой выход на президента и, грубо говоря, может позволить себе в обсуждении гораздо больше, чем какой-нибудь карьерный дипломат. У дипломатов очень важная функция, но они, безусловно, ограничены своей должностью. И многие вещи проще проговаривать через спецпредставителя. К тому же спецпредставитель, как мы знаем, может путешествовать в США. Но мы понимаем, что сейчас гораздо сложнее представить себе, например, Сергея Лаврова, который едет в США. Да? Понятно, что это целый министр, и здесь это сложно сделать вот так вот просто, как это можно сделать с Кириллом Дмитриевым. Поэтому это, безусловно, сочетание двух подходов дипломатии, традиционная, в которой Россия, опять же, неизменно сильна, традиционная дипломатия во главе с МИД, и контакты по линии спецпредставителя, которые вроде как призваны помочь этой основной дипломатической линии. Так что я полагаю, что и визит Дмитриева, и приглашение Дмитриева в США, несмотря на то, что было сказано, а вы знаете, на самом деле этот визит был согласован, спланирован заранее, это, безусловно, показатель того, что американское и российское руководство не хотят рвать отношения друг с другом. Они хотят сохранять линию контактов, они хотят, грубо говоря, находиться знаете, как канатоходец, то влево качнется, то вправо качнется, но в целом он идет вперед. И российско-американские лидеры хотят, чтобы отношения двух стран потихонечку двигались дальше. И все-таки, грубо говоря, так поддерживать друг друга за руку, знаете, прощупывать пульс.
А украинская сторона, безусловно, хотела бы, чтобы отношения между Россией и США полностью закончились, перешли в разряд конфронтации и вражды. И в этом плане, безусловно, я пошутил, но я понимаю, да, что вот госпожа Стефанишина делает это для того, чтобы, это в интересах Украины, чтобы контактов России и США не было, чтобы США встали на сторону Украины. Но это не в интересах США и не в интересах России. Поэтому такого рода контакты будут идти. Вот смотрите, давайте проанализируем, что за контакты. Вот санкции против Лукойла и Роснефти. Там уже публикуют миллиарды, да, которые потеряли компании. А все говорят, это недружественный шаг. Медведев опять намекает на, скажем так, горячий и жесткий ответ. Путин проводит испытания буревестника, ракеты, которая там 14 часов полетала, то есть это такое оружие судного дня, это условно, если вдруг какая-то атака, то это запрограммированная ракета может лететь на 8 тысяч километров, может и дальше, вообще нет никакой временной и дистанционной, скажем так, как бы формы ограничения. То есть это достаточно серьезный вызов, причем Америке. У Трампа спрашивают, и тут говорит о том, что, в общем, мы с ними не играем, они с нами не играют, но у нас есть подлодка, которая там возле Российской Федерации, нам не надо 8 тысяч, мы супер подлодки всех запустим. Какие-то странные отношения. И вот поэтому я и начал с Дмитриева. Так а что пытается он наладить? Смотрите, понимаете, отношения между двумя странами, особенно такими большими, как Россия и США, по-хорошему не могут быть очень такими простыми. Вот или дружба, или вражда, или все, или ссоримся, или миримся. Безусловно, постоянно идет обсуждение. Понимаете, санкции Трампа – это не инструмент, скажем так, как бы выразиться так, чтобы это не было истолковано многочисленными зрителями не так, как я хочу это донести. Безусловно, Россия и США в чем-то находятся в большом противостоянии. Но в чем-то они хотят найти линии соприкосновения. И, грубо говоря, Трамп, вводя эти санкции, понимает, что Россия не истолкует это как инструмент тотальной войны. И мы видим, да, с одной стороны, российский президент проводит испытания вот той самой ракеты. С другой стороны, он говорит, что мы, так сказать, продолжаем контакты. Все равно вот и представители администрации Путина также говорят о том, что необходимо продолжать разговор. Это не повод его обрывать, не повод его заканчивать. То есть это такое состояние, можно его назвать ни мира, ни войны, но это нормально в отношениях между двумя государствами. Вот, например, США и Китай. Давайте отвлечемся от нашего примера. Они в каком состоянии находятся? Они в конфронтации, но в то же время и торговля идет, и какое-то взаимодействие тоже идет. При том, что США и Китай находятся в значительно более жесткой конфронтации, потому что их конфронтация обусловлена балансом сил в мире. А российско-американские отношения, у них на самом деле инерция вот этого противостояния осталась, но Россия сегодня не претендует на ту роль, которую хотят занимать США. Россия не претендует на роль глобального гегемона. Россия говорит, у нас есть своя правда, у нас есть своя зона безопасности, зоны интересов, и есть свои, свои требования. Уважайте их, и мы можем с вами, что называется, make a deal, как говорит Дональд Трамп. Поэтому эти контакты, они идут по самым болезненным вопросам. Я уверен, что Стивен Уиткоф и Кирилл Дмитриев обсуждают, чё вам там, перемирие не подходит? Как же не подходит? Вот поэтому. А если мы Зеленского вынудим сделать то, вы согласитесь? Не знаю, тут надо проконсультироваться. Я уверен, что разговоры максимально откровенные, потому что отношения нужно налаживать, отношения нужно спасать. Это понимают и в Москве, и в Вашингтоне. Не хотим мы враждовать с американцами просто так. И американцы не хотят просто так с нами враждовать. Почему же просто так? По вопросу Украины. Смотрите, ведь вы правильно сказали с самого начала, что это такой камень преткновения, это ситуация вокруг Украины. То есть, хотите, давайте останавливаться по линии фронта, и мы снимем санкции. Так можно истолковать Трампа.
И Россия, и США понимают, что вопрос Украины не является краеугольным. Он не является тем вопросом, из-за которого стоит хоронить российско-американские отношения. Россия об этом говорит довольно давно. Обсуждаем Украину отдельно, российско-американские отношения отдельно. Администрация Трампа со своей стороны тоже это понимает, но она не может позволить себе развести эти вопросы, потому что Дональд Трамп взял на себя роль вот этого миротворца, а во-вторых, потому что Дональд Трамп взял на себя роль лидера всего западного мира. И ему, грубо говоря, своим вассалам в Европейском Союзе нужно предъявить результаты своего, что называется, блистательного правления. Так что, несмотря на эту разницу, и Москва, и Вашингтон не хотят разрушать полностью отношения из-за Украины. И глупо было бы говорить, что вот США так пекутся за Украину, что они готовы сейчас стать врагом России. Не готовы. И томагавкой передать не готовы. Что они готовы сделать? Санкции ввести. А давайте посмотрим, какие это санкции. Какая цель этих санкций? Снизить доходы России от нефти. А для чего это нужно? Чтобы больше доходов от нефти получали Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп, когда действует санкционными методами, он действует только для того, чтобы упрочить и улучшить положение США на тех рынках, где он хочет это сделать. Буквально заработать больше денег для Вашингтона. И он это делает именно для этого, а не потому, что он так печется о судьбе Украины. Короче, вот здесь постоянно находится попытка нащупывания этого баланса, постоянно попытка поиска какой-то точки соприкосновения. И я оптимистично довольно верю, что эта точка будет найдена. Пусть не в краткосрочной перспективе, но тем не менее. Ну, смотрите, тут, если так брать рамку, тоже интересно, да? США-Китай, ну, как бы выглядит так, что Штаты моргнули первыми. Причем очень интересно приправлено вот это вот все, скажем так, азиатское турне. Сегодня Трамп в Японии, там первая женщина-премьер-министр, которая на днях высказалась о том, что наконец-то с Россией нужен мирный договор. Ну, после русско-японских войн, в общем, нет договора, да, то есть мирного. Курилы, опять-таки, вот эти все постоянно как бы поднимают из прошлого эту тему, из ящика. Но вот новый пример, говорит, надо мирный договор. Ну, чтобы безопасность была. К ней едет сегодня Трамп. Мне интересно, вот смотрите, почему Трамп вербализирует тему Украины и украинской войны в разговоре с Си Цзиньпином? Уже есть прям отдельные теории, что условно, да, это прям прокси на прокси. Ну вот, например, Украина – это прокси Запада, да, США, а Россия как бы прокси Китая. И вот поэтому они встретятся на своем уровне и решат вопросы Украины. Ну, как бы теория такая своеобразная, специфическая, я согласен. Но давайте так, если бы этого не было вообще, ну, тогда вряд ли бы Трамп говорил, я поеду с Си Цзиньпином, мы встретимся, и в том числе будем говорить об Украине. Вот. Я думаю, что это, конечно, теория... Ну, знаете, когда, грубо говоря, все смотрят на мир через собственную призму. И если украинские, ну, многие аналитики там прекрасно понимают, что Украина является инструментом Запада в войне против России, говорю это, ну, как бы, ну, не без какого-то оскорбления, типа, ха-ха, вы инструмент. И эту роль многие украинцы вполне успешно сами призывали, сами на себя примеряли и хотели стать таким инструментом за право войти в этот западный клуб. То Россия, значит, является неким инструментом Китая. Это довольно странная история, потому что очевидно, что Китай не выигрывает от противостояния России и Запада. Китай хотел бы... По стратегии доминирования Китая не строится на военной логике. Срединное государство, вот это все, Китай считает себя самодостаточной страной, у него довольно много земли, которая внутри Китая не освоена. Китаю не нужно больше земли, если посмотреть на график плотности населения по Китайской Народной Республике, то, грубо говоря, в некоторых районах очень густо, а в других очень пусто. Есть там огромная внутренняя Монголия, есть... много земли, которую Китай еще должен осваивать внутри собственной страны. И военная экспансия – это не метод Китая.
метод Китая – это экспансия экономическая. Это экспансия экономическая, но при этом экспансия, учитывающая интересы других игроков. Как правило, если другие игроки не покушаются на мысль, на власть Китая, на силу Китая, на интересы Китая, на интересы безопасности Китая, тогда Китай готов с ними взаимодействовать. И взаимодействие с Россией ведется вполне на основе нужности двух государств друг другу. Безусловно, Россия больше покупает в Китае, чем в Китай продает. Но, тем не менее, Россия является для Китая тем безальтернативным источником природных ресурсов, которое позволяет ему проводить собственную суверенную линию во внешней политике. Не требует от него принятия каких-то идеологических позиций, не выкручивает ему руки. И Китай это ценит. Китай понимает, что если он потеряет Россию, то он не сможет противостоять Соединенным Штатам Америки, потому что ресурсов, грубо говоря, будет взять неоткуда на таких условиях и в таких объемах. Поэтому ситуация складывается такая, что Россия и Китай находятся в этом балансе взаимной нужды. Да, Россия нуждается в Китае, но и Китай нуждается в России. Это позволяет обеспечивать довольно гармоничную рамку сосуществования. Обратите внимание, что у России и Китая, вопреки наветам YouTube-аналитиков, нету больших расхождений и нет, в общем-то, повода для конфликта. Особенно учитывая, что объединяет их сейчас противостояние вот этому уходящему американоцентричному миропорядку. Это как бы довольно долгое вступление, но мысль моя состоит в том, касаясь ответа на ваш вопрос, что, безусловно, Дональд Трамп будет обсуждать с Си Цзиньпином прекращение российско-украинского конфликта. Но это, опять же, делается не потому, что Дональд Трамп великий защитник Украины, а потому, что он хочет положить конец конфликту. Ему все равно, где пройдет линия, где пройдет, какие районы отойдут туда, чей будет Херсон и так далее. Ему надо положить конец конфликту. Он же любит это делать. Это вопрос для него эго. А вопросы эго и вопросы государственной политики для Дональда Трампа часто соприкасаются и заменяются, что называется, один другим. Поэтому, да, отдельная линия будет. Я не думаю, что большого прогресса там удастся достичь. Китай и США обречены на противостояние. Если посмотреть за последние 200 лет, интересная была подборка недавно, кажется, Foreign Affairs. Если посмотреть за последние 200 лет статистику вражды и противостояния крупных держав, ни в одном из этих противостояний не удалось выйти из этого противостояния договором, переговорами. Всегда это приводило к некой схватке экономической, военной, политической. Но, в общем, логика международной ситуации сегодня диктует противостояние США и Китая. И если... насколько безумным надо быть, чтобы думать, что сейчас США будут отказываться от своих интересов ради Украины. Это довольно смешно. Нет, смотрите, тут не в том дело, что отказываться. Здесь мы подразумеваем, что это какая-то тема, и, соответственно, что-то на что-то можно выменять и продать. Тут вот на выходных выходит Равин Днепропетровский и говорит... 15 января 26 года война закончится. Мол, какие-то большие люди в Европе и США ему об этом сказали. Понимаете, вот это и идет разговор об этих больших людях постоянно. Кажется, что кто-то где-то должен принять решение, и все закончится, остановится. Или, просто прекратится, как по свистку. Почему так не получается? Как вам думается? Почему не получается закончить конфликт по свистку? Угу. Потому что когда продолжается конфликт, когда обе стороны считают, что они выигрывают от его продолжения. Россия, очевидно, рассчитывает на преимущество своих вооруженных сил. Россия видит, что баланс сил не меняется в пользу Украины, что российская армия не так быстро, как могла бы, не так быстро, как многим хотелось бы, но, тем не менее, продолжает движение вперед. Среди сторонников Украины, среди спонсоров Украины есть некое замешательство по использованию российских активов, по этому воровству и грабежу, по вообще методам поддержки, а как поддерживать, а каким образом, а сколько снарядов нужно, а сможем ли мы их произвести. Мы видим, как все большую
влияния в Европейском Союзе постепенно приобретают критики такой однозначной провоенной линии. Нельзя говорить о том, что Европейский Союз там полностью переворачивается и правая волна его захлестывает, но она, безусловно, поднимается. Волна людей, которые, грубо говоря, хотят заниматься своими странами, а не поддержкой Украины непонятно ради чего, да, непонятно для них ради чего, для простых европейских жителей. Поэтому Россия сейчас не может достичь всех своих целей так быстро, как она хотела бы. Украина сейчас не может позволить себе, не хочет отказываться от того, что она уже контролирует, и поэтому конфликт продолжается. То есть со стороны России не просматривается возможности для быстрой моментальной победы, со стороны Украины не просматривается возможности для, так сказать, болезненных политических компромиссов. Но история состоит в том, что Россия достигнет своих целей, пусть не так быстро, но она имеет возможности, имеет силы и политическую волю для того, чтобы достичь своих целей, пусть не так быстро, как она хотела бы. А Украина в целом, если попытаться беспристрастно проанализировать, в общем-то мы видим, как она утрачивает территории, утрачивает постепенно поддержку, но она все еще держится и надеется, соответственно, ввергнуть Европейский Союз и США в прямую войну с Россией. И вот сейчас от Российского Министерства обороны вышло предложение 10 тысячам окруженных украинцев сдаться. Динамика-то очевидна. Да, Россия не побеждает так быстро, как хотелось бы, но побеждает. И, что называется, исход этой битвы уже очевиден. Но пока Украина может себе не позволить не делать этих уступок. Это позволяет господину Зеленскому оставаться у власти. Это позволяет поддерживать вот этот огонь борьбы и надеяться, что ЕС и США ввяжутся в прямую кровавую войну с Россией. Вот тогда-то, что называется, все это с точки зрения многих украинских руководителей будет не зря. Но пока продолжается вот это постепенное угасание, постепенная агония. Дроны, которые летят по Москве, или, например, Белгородская дамба, которая разбита. Такие яркие эпизоды, яркие какие-то, Украина называет это ответом, да, то есть, или какие-то действия, которые вносят коррективы во все происходящее. Более того, если так смотреть по сообщениям с самого фронта, в общем, Украина освободила 3 села, потом еще 4-е освободила. На картах там такой есть одиозный товарищ, он под русские песни любит выходить в ТикТок, да, будущий начальник штурмовых войск Манько, да, он опубликовал карты. Карты, в принципе, не такие страшные, да, Deep State рисует гораздо дальше. То есть, в принципе, нам вот это все демонстрируют и говорят, смотрите, да все плюс-минус нормально. Нет никакого окружения. Я вот, если честно, поразился, когда нам Генштаб сообщает о том, что 200 человек россиян зашли в Покровск, и все, и требуют сдаваться. Мол, это же абсолютно одно на другое не накладывается. И вот эта вот информационная составляющая вместе с яркими ударами, они продлевают жизнь этой войны. И, в принципе, а чего не? Давайте воевать. Что там, 200 человек каких-то несчастных. То что, вся покровская группировка должна капитулировать? Нет. А вот смотрите, как весело. Возле Кремля сфотографировали мобильную боевую группу. Да? То есть, а там еще метеориты всякие летают. Вообще непонятно, что это. То есть, и на вот этом всем напускном, вот это все и продолжается, живет и раскручивается. А столкновение с реальностью, оно отдаляется. Так может происходить бесконечно долго, как думаете? Конечно, безусловно. Именно то, что можно ситуацию представить как какая разница, зашли 200 человек, не обращая внимания на то, что закрывается кольцо вокруг этой агломерации. Можно говорить, что, смотрите, у них там мобильная группа с пулеметом на машине, и что? То есть, значит ли это, что баланс сил изменился, и Украина имеет возможность, что есть какой-то путь к победе Украины теперь? Не значит. Это довольно приятные для украинского наблюдателя, такого радикального украинского наблюдателя факты. Смотрите, русские паникуют, у них машина с пулеметом по городу ездит. Или смотрите, нет никакого окружения. Но они не изменяют баланса сил. Понимаете?
Это два разных понимания войны. Есть понимание войны эмоциональное, что вот, смотрите, офигеть, ура, мы ломим, гнутся шведы, круто, смешно, здорово. Есть понимание довольно скучное, никто не любит им заниматься. И типа, давайте посмотрим, хорошо, шведы, насколько они гнутся, насколько мы ломим, насколько можно говорить о том, что изменился баланс сил, насколько прослеживается путь к победе Украины. А если он прослеживается, что для этого нужно? Сколько нужно снарядов, кто их может поставить, какая нужна техника, в какие сроки она будет поставлена, кто за нее заплатит, есть ли уже контракты, есть ли для нее уже добровольцы, есть ли для них тренировка. То есть, понимаете, все это упирается буквально в экселевскую табличку. Я приводил уже эту аналогию, и такой таблички пока не просматривается. Когда у вас не просматривается такой таблички, вы берете и подменяете ее эмоциями. Вы говорите, что смотрите, вот подписали значит, со шведами контракт на поставку истребителей. Истребители неплохие, правда. Они как раз недорогие, они в целом как бы норм. Но через 3 года... Окей, а когда пилоты, в общем, то есть обслуживание этих самолетов, а что будет через 3 года с воздухом вообще в целом? То есть в целом подменяется скучная аналитика вот такими вспышками. Вот фотка с пулеметом, вот мы заключили контракт на самолеты, вот какое-то село, значит, мы смогли взять под свой контроль. А люди рады. Люди вообще ищут положительные для себя информации. Люди не любят читать то, что им не нравится. Люди любят читать то, что им нравится. Люди любят читать то, что подтверждает их точку зрения. Они, как это называется? Это же типа confirmation bias, да, ловушка подтверждения, что вы склонны читать ту прессу, которая делает вам приятно. И вы открываете интернет, чтобы вам было приятно. Иногда в довольно, значит сказать, физическом смысле, а иногда вот в эмоциональном смысле, что вам хочется посмотреть, как зайти за дозой хороших эмоций. Открыл ноутбук, мы побеждаем, закрыл ноутбук. А на самом деле, как происходит, вам не очень интересно знать, потому что все гораздо сложнее, вам нужно думать. А думать люди не очень любят. Это да. Поэтому да, можно пока в какое-то время можно поддерживать, пока экселевская табличка совсем против вас не сложилась, можно поддерживать вот этот эмоциональный накал, да. Ну так вот тогда вообще непонятно. Но раз уже условно Путин победил, соотношение сил, баланс на поле боя, экселевской табличке столбцы или строки, да, длиннее у Российской Федерации, чем у Украины. Тогда почему не заканчивать войну? Вот тут же тоже такой момент. Ведь Трамп его постоянно, скажем так, вот это вот как бы тыкает, ширяет, да, каким-то, как шилом. Ты должен был за неделю все закончить. Неделя. А ты вот уже 4-й год. И даже вот когда комментировал «Буревестники», точно так же это делает. Как вам кажется, почему все не идет к какому-то логическому концу? Я, конечно, не раввин вот этот из Днепропетровска, да, из Днепра, но тем не менее там, да... Я думал, вы как раз раввин. Тем не менее, понимаете, тут как бы все равно должна быть какая-то точка отсечения. И вот то, что он там называет эту дату, да, специфическим образом, но все равно же там это образ, таинственность, да, там айпак американский, или там европейские связи, или какие-то тайные ордены, или какие-то, не знаю, там группы влияния. Евреи. И вот эти евреи, они же что-то же знают, понимаете? Что вот как евреи как надавят на Путина вместе с большими людьми, о которых он говорил, и все, закончится. Где тогда вот это, если условно все хорошо на фронте у России, да? Где вот это тогда финальная точка? Какая? Донецкая область? Да, вы знаете, я думаю, что даже представители элиты, даже евреи, наверное, не все знают, что на самом деле, какая там дата будет. Дату не знает никто. Дата это будет явлена нам не Господом Богом, дата это будет явлена нам сложением разных политических факторов. И мы можем сейчас делать прогнозы. А вот, наверное, через там 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 месяцев российская армия выйдет на границы бывших Донецких и Луганских областей. И тогда, может быть, плюс-минус. То есть нету той волшебной даты,
после которой какие-то таинственные евреи всем прикажут все закончить. Это все постоянно меняется, и постоянно идет вот эта борьба между двумя государствами, борьба между двумя армиями, борьба между двумя политическими системами. И никто вам сейчас точную дату, к сожалению, не назовет, хотя всем хочется ее знать, чтобы, грубо говоря, вот эта вот неопределенность ушла и стало четко ясно. Так, окей, значит, 15 января все заканчивается, значит, там 17 можно, не знаю, ехать отдыхать, например. Поэтому это все движется в данный момент, и мы не знаем, на каких конкретно условиях все закончится. Есть, например, часть... Ну, вы знаете, есть же земли, которые российская армия контролирует, но на которые вроде как она не претендует юридически, да, это там части Харьковской, Днепропетровской областей. Вот их судьба. Окей, можно представить, что их можно в теории обменять на часть тех земель, которые входят в состав России по Конституции, да, там Донецкой области. А может быть и нельзя, а может быть к тому моменту еще что-то будет взято под контроль в Днепропетровской области, и уже недостаточно будет отдавать только часть Донбасса. То есть это все живое, и оно всегда... Вот, понимаете, каждую долю секунды определяется как бы новый баланс сил на месте. Учитывая, что большой баланс сил примерно ясен, он уже довольно давно не меняется, и он ведет нас к завершению, которое мы все примерно себе представляем, но мы именно что примерно себе его представляем. Поэтому... Ну вот, смогут ли американцы еще посильнее там давить на Зеленского? Если Зеленский потерпит какое-то мощное военное поражение, возможно, да. Возможно, знаете, на потере Покровска будет какой-то мощный импульс, чтобы украинская власть наконец признала, что продолжение боевых действий не идет на пользу стране. Может быть, это будет славянско-краматорская агломерация. Я не военный эксперт, как бы, да, я просто вот, я политолог, поэтому я со своей колокольни, в своей епархии размышляю. Поэтому, ну, извините, если я там, может быть, там не будет это вот именно славянско-краматорская агломерация, ну, короче, не суть. Вот, поэтому... умные евреи нам здесь не помогут, к сожалению. Баланс сил плюс-минус в общем понятен, но конкретный расклад будет ясен в момент завершения. И момент этот будет явлен довольно внезапно. То есть, грубо говоря, это будет звонок из администрации Зеленского там куда-нибудь, типа, все, мы готовы, давайте сворачиваемся. Или это будет звонок от Трампа. Ну, короче, это все будет вот каким-то внезапным событием. Потому что примерно как это будет, мы уже знаем. А вот как это будет конкретно, это будет нам явлено внезапно и мгновенно. Ну, как Таиланд и Камбоджа, да? Раз, и Трамп примчится. Да. Афганистан, Пакистан, Индия, Пакистан. Ну, у меня, говорит, такое хобби. Но я не могу сказать, что это хобби все-таки. Ну, это Трамп, да, рассуждает. Так как-то, знаете, как-то даже умилительно немного. Ну, легкомысленно, да. Ну, как-то даже умиляешься, правда, от его речей по поводу своего миротворчества. Алексей, я бы хотел, чтобы мы рассмотрели еще одну такую очень интересную тему. И она, я считаю, очень и очень важна. Значит, у нас... ТСН – это телеканал, который, вражая, ну, как бы, да, обескураживает, который впечатляет. Записали интервью с начальником десантников украинских, командиром ДШВ, и он говорит, что, ну, пусификация нужна. Пусификация – это правильно. Значит, Олег Апостол заявляет, по-другому мы не сможем. Иначе что тогда? Останавливаемся? Хорошо, вопросов нет. Собираем сумки и идем в Карпаты. А вы уверены, что в Карпатах нас не достанут? Принуждение должно быть, но люди просто этого не понимают. Фраза гениальная, но, с одной стороны, можно было просто проанализировать, что он заявил. Ну, он человек военный, да. Можно не анализировать, что он говорит. Ну, давайте так. Да? Можно не... Это военный человек, как надо, так и сказал, как смог, так и сказал. Но я почему как бы хочу расширить эту рамку, а ведь она принципиально важна. Стало где-то, ну, с нулевых, наверное, какая-то вот такая очень печальная история для Украины стала очевидной. Значит, Киев постепенно
ну так, закавычим, в кавычках, захватывали и оккупировали как раз вот эти люди, которые собирают сумки и в Карпаты. Да, то есть Киев становился все более и более не то что украинскоязычным. Дело не в языке. Дело в понимании процессов, то есть в менталитете. Люди, которые там с восточным менталитетом, центральной Украины, они как бы отодвигались от центров принятия решений, и туда заводились вот эти товарищи. И в конечном итоге у нас было 2 Майдана, АТО, ООС, да, потом вот большая война с Россией. Мы помним это, кто не скачет, тот москаль, вот эти все моменты. И это все превратилось вот именно от того, что вот эти люди спустились с Карпат и навязали всей стране большой вот такое миропонимание. И сейчас во многом даже русификация выглядит как тоже нечто, искусственно пришитое. Ведь нормальный, здоровый человек, и причем неважно, где он там, во Львове убегает от бусика или, там, не знаю, в Харькове, да, он же понимает, что так быть не должно. В Полтаве мужик вообще в болото прыгнул. В болото, рискуя погибнуть от ТЦКшников. То есть это тоже является продуктом вот этого, такого продолжительного во времени, условно, захвата ментальной власти над страной как раз-таки представителями Запада этой страны. Какие мысли у вас по этому поводу? Вы во многом правы, но проблема в том, что у востока страны никогда не было своей какой-то... Не был явлен востоком страны свой какой-то национальный проект, который можно было бы объединить, грубо говоря, всю страну. Мне кажется, это во многом проблема, которая существовала и которая привела к тому, что когда мощная западенская мысль, как бы внутренне непротиворечивая, очень простая, очень грубая, но цельная, пошла в наступление сначала ментально, а затем она пошла в наступление физически на собственный народ. Нечего было противопоставить этому. Понимаете, очень часто значимость идеологии и вообще некоего идеологического подкрепления собственной власти, там, собственной идеи, она недооценивается. И у западного украинца была идея западенчества. А что было у восточного украинца? У него было желание там жить нормально, жить в мире с Россией, говорить на своем языке и так далее. Но было ли это мощный... Зарабатывать деньги, да, строить чего-то. Да, типа детей растить. Было ли это какой-то мощной мобилизующей идеей, которая могла бы построить нацию? Наверное, все-таки нет. И мне кажется, что эта политика привела к тому, что отсутствие политической мысли востока Украины привела к тому, что некому было противостоять вот этому нападению Запада. Когда люди уже очнулись и взяли оружие в руки, было во многом уже поздно, потому что власть в стране, в Киеве, оказалась захвачена наиболее радикальными элементами. И все. И с этого момента стало все как бы довольно однобоко. То есть, понимаете, даже идея донбасского сопротивления изначально была как бы просто сопротивление. Она была не то, что у нас есть идея, и мы сделаем Украину на основе своей идеи. Независимую, нейтральную, которая будет со всеми торговать и будет... Нет, это было типа «отстаньте от нас». Оставьте нас в покое на нашей земле, не трогайте нас. Часто проводились, знаете, аналогии с сопротивлением юга американского. Вот Don't Tread on Me, вот этот вот со змеей, значит, флаг и так далее. Поэтому да, так получается, что когда, понимаете, вот, например, в России же тоже, да, в Российской империи гражданская война. Не было, вот была у красных была вот эта мощная, объединяющая, внутренне непротиворечивая идея, скрепленная насилием, властью и мощнейшей организующей ролью там того же Троцкого, который буквально создал Красную армию. Я не провожу параллелей между
учениями. Понятное дело, что учение большевиков было интернационалистично, учение украинских националистов максимально как бы националистично, но именно когда у вас есть боевая группа, сплоченная кровью, сплоченная идеей, готовая за эту идею убивать и умирать, вы выигрываете, к сожалению, или как бы кому-то может быть норм. В Российской империи у разных были там монархисты, кто там был, Дроздовский, да, вот один из немногих монархистов. Были какие-то там, Туркул был тоже совершенно там интересный персонаж. Но какой-то общей идеи, за которой можно было бы повести людей убивать и умирать, не было. И они проиграли. Мне кажется, да, к сожалению. Вот на востоке Украины, к сожалению, сложилось тоже. Было много людей, готовых воевать. А за что? За свою землю. Хорошо. Но когда у вас нету идеи... Понимаете, своя земля у каждого своя. Вы тут живете, тут в станице, тут в городе, тут в деревне. А чем вы все объединяетесь? И вот это большая трагедия. Большая трагедия. И мне кажется, что здесь, конечно, и Россия вроде бы... у России была своя идеология, и тоже в 90-е были с этим проблемы. А кто мы, а куда мы идем? На востоке Украины ведь тоже, да, во многом остались советские люди, и им как бы зачем им встраиваться в какой-то национальный проект? Все же живем вместе, говорим на языке одном, друг друга понимаем, кто на суржике, кто на русском, кто на украинском, и как бы проблем с этим на самом деле ведь никогда и не было. А там, на Западе, была вот эта сплоченная группировка. У них был ответ на вопрос, кто такой украинец. А был ли этот ответ у востока Украины? И мне кажется, к сожалению, его не было, и поэтому власть захватили люди, которые навязали свое понимание украинцев всем, и все. И мы пришли к войне. Грустная история, на самом деле. Нет, история грустная, если вот все-таки взять... Вообще, конечно, вот так, если вспоминать события там 10-летней, 11-летней давности, многие не понимали, и это абсолютно откровенно. То есть там люди, которые жили на Донбассе, они не понимали, как можно идти вот это вот на Майдан, бросить работу, да, ты ж на работе, тебе зарплату платят, ты как бы выполняешь что-то там на заводе, на фабрике, тогда были заводы и фабрики, и многие не понимали, как это взять, все бросить, сесть, поехать, и вот так вот на чисто бытовом уровне нет понимания. Как и сейчас нет понимания вот этого предела, да, до которого может дойти общество, это вот тема бусификации. Причем нам, с одной стороны, говорят, что этого нет, это как бы не смотрите наверх, это рисует искусственный интеллект. С другой стороны, нам говорят, это правильно. То есть парадокс, Алексей, понимаете? То есть это такой какой-то такой момент, кажется... Вот популярно у разных, как это вы выразились, YouTube-экспертов говорит «точка невозврата». Кажется, если так проанализировать общественные процессы, вот если в той рамке, которую мы сейчас задали, идти дальше, то можно там просчитать, а что будет после бусификации как явление, да? А что будет еще дальше? Причем мы сейчас понимаем, что война, она сама по себе как повод поискать ответы на вопросы, кто мы, так же, как и повод их вообще не искать, а просто продолжать войну, понимаете? А зачем? Какая разница? А с точки зрения общественной деградации общества, куда идем мы? Что, понимаете, это очень интересный момент, что у украинской власти на уме, то у радикалов на языке. Потому что на Банковой, безусловно, они думают, типа, ты полезешь в бус, и ты поедешь на фронт, и спрашивать тебя никто не будет, что война идет, и что мы скажем, то ты и будешь делать. А если ты выйдешь на улицу, мы тебя по голове дубинкой ударим, и снова, значит, на фронт поедешь. Но они не могут себе позволить это сказать. Поэтому они говорят, ой, да это все искусственный интеллект, да это нейросети и так далее. А радикалы говорят все как есть, честно и искренне, потому что им терять нечего, это их позиция. Но, по сути, их идеи проводит центральная власть в Киеве. И, безусловно, понимаете, украинское общество в значительной степени
будет больше затронуто последствиями как раз конфликта, чем общество российское. Во-первых, российское общество, ну, как бы не особо-то куда-то можно поехать так легко, да, понятно, на восток можно поехать легко, в Китай вообще визы отменили, но там в Таиланд люди едут, но это чужие для нас как бы общества, да, это все-таки Азия, а мы не Азия, очевидно, никакая, вот, сочетание открытых границ между Украиной и Европейским Союзом и как раз-таки вот этой поддержки всемирной, поддержки беженцам, поддержки людям, которые вынуждены были уехать, ну типа да, буквально беженцам, это все привело к тому, что из Украины уехало огромное количество людей. И они вряд ли вернутся, потому что, понимаете, нужно обладать некой гражданской смелостью, чтобы поехать восстанавливать пострадавшие от войны районы и положить свою жизнь на то, чтобы восстанавливать страну, вместо того, чтобы жить, там, не знаю, где-нибудь в Польше, в Румынии, в Германии и так далее. Поэтому уже, безусловно, огромный урон нанесен. Сколько женщин уехало, сколько мужчин погибло, сколько... Понимаете, вот именно сколько уехало даже, потому что уехали женщины, и многие из них не вернутся, многие уже там мужей буквально нашли. И если вот мы сейчас будем смотреть на какую-то, значит, долгосрочный прогноз, Украина и так находилась в том, что демографы называют вот этой спиралью смерти, да, когда у вас люди умирают, рождается еще меньше, и как бы не очень понятно, к чему это все приведет, если не к вымиранию. Поэтому, безусловно, остановка конфликта сейчас, она максимально в интересах, что называется, простых людей Украины. Но, опять же, нету политической организации, власть довольно крепко держится за свои силовые инструменты, и нету альтернативной идеи, на которой можно это сопротивление построить. Говорить сейчас, что давайте с Россией иметь нормальные отношения, ну, у вас есть там значительная доля людей на фронте, которые скажут, а для чего мы тут, значит, 3 года в грязи сидим, чтобы вы с Россией дружить, что ли, начинали? Нет, не позволим. Хотя, очевидно, это было бы логичным, на самом деле, решением. Но когда у вас политика в заложниках у эмоций, это все не очень работает. Поэтому, безусловно, ну, что называется, ну, Украина в каком-то виде продолжит существовать. Она понесет значительные потери в демографическом выражении, с демографической точки зрения. Ну, да, вопрос как бы, куда это идеологически пойдет, понимаете? Если сейчас все закончится, и Украина будет вынашивать идею мести России, но все это, возможно, будет повторяться. А чтобы эта идея ненависти России была заменена идеей сосуществования и нейтралитета, ну, на это должен быть запрос. А когда у вас грубо говоря, в медиа-среде одна вот эта картина бесконечных побед, это сложно сформулировать. Короче, должно быть достаточно унизительное военное поражение, чтобы страна как-то очистилась от этой идеи реванша, да, чтобы Украина перестала мыслить о постоянном мести москалям. Будет ли это военное поражение? Ну, пока не знаю, не могу сказать. Но, короче, понимаете, нету на самом деле какого-то очень оптимистичного сценария. Оптимистичный сценарий — это если бы сейчас был у Украины новый президент, который сказал, так, все, это все Зеленский, значит, наворотил, давайте останавливаемся и будем договариваться. Но почему пока Трампу не нужен новый президент в Украине? Ну, а зачем ему? Ему нормально, у него все хорошо. У него 10-я война заканчивается. Ну, зачем ему... Танцует в Малайзии, и все отлично. Да, зачем ему марать руки, чтобы потом еще сказали, ой, а Трамп сверг Зеленского. А если бы не сверг, вот тогда бы Украина бы победила. Ну, вот найдутся такие люди, которые будут это говорить. Поэтому, да, никто, знаете, никто нам не поможет, и не надо помогать. Тут или сами украинцы могут что-то сделать, или уже как бы никто, и продолжаем до очевидного конца. Ну, пока не соберутся, они уйдут в Карпаты. Ну да, что в Карпатах-то? Как бы там Карпаты тоже, так сказать, в радиусе действия. В общем, нету тех Карпат, куда можно уйти и все это оставить. Знаете, как типа, все, я ничего не вижу, никто меня не видит, и я типа, а теперь вижу. Ну, как бы так не очень работает в реальной жизни. По поводу идеи, а что может быть за идея? Ну вот опять-таки, понимаю, что это очень долгий и такой разговор, да, ну хотя бы какие-то контуры, потому что
ну, опять-таки, российская идея для украинцев, да, она неприемлема, потому что ты сразу враг, ну и так далее, да, то есть это не подходит. Например, долбление вот в этот национализм, продолжение вот этого проекта, это означает, что да, идем к краху, но элитам выгодно, они наживаются. Потому что вот народ страдает больше всего, но народу никто не говорит, а как можно иначе? Не тогда, не на Майдане, не там еще, а вот сейчас. Ну, смотрите, по-хорошему, как бы, вот давайте отвлечемся, опять же, от всего этого багажа накопленных проблем. У нас есть страна, которая находится, которая, ну, довольно немала, довольно богата ресурсами, с населением уменьшившимся, но не окончательно, что называется, закончившимся. И она находится на стыке между двумя мощными блоками – Россией и Европейским Союзом. Сразу идея: о, классно, мы будем перекрестком торговых путей, будем жить, будем торговать, и эти нам будут платить, и те нам будут платить, а мы тут будем, что называется, пановать. Мы не позволим никому там над нами издеваться, нас унижать, и вы будете платить хорошую цену, и вы будете платить хорошую цену. Через нас будут идти такие потоки, что никому не будет выгодно, значит, пытаться на нас пойти войной. Мы будем как бы тем посредником, от которого все будут зависеть. Ну, как бы я утрирую, да, но, грубо говоря, вам идею нужно всегда формулировать в несколько гиперболизированном виде. И перекресток миров, перекресток языков, перекресток культур. Здесь у нас, значит, русские, здесь у нас венгры, здесь у нас румыны, здесь у нас там чистые украинцы. И вот получается по факту бангладешцы, Алексей. Ну, вот видите, вы тоже сейчас выступаете с этой позиции, да? Это, как, грубо говоря, понимаете, ну, вот есть в России, да, есть русские этнические, а есть этнические нерусские. И при этом люди, не будучи русскими этнически, вполне могут вписываться в российский, что называется, национальный проект, российский вот этот общий этнос. Украина большая и разная страна, реально. Зачем нужно было все это пытаться уместить в узкий и довольно тесный вот этот вот украинский сюртук? Я, по смысле, понимаю людей, которые это делали, у них была идея типа в голове, и они, значит, шли за этой идеей. Но правда, у вас реально большая, разная такая страна. Можно же было использовать ее силы, пользоваться ее разностью и черпать из этой разности силу, а не пытаться всех уместить в один вот этот кафтан. Но, возможно, понимаете, эта идея и будет. Я вам пример приведу исторический. У Гитлера, был такой, значит, противник политический. Звали его Густав, кажется, Штреземан. Это был премьер-министр, который был еще, значит, в Веймарской республике. И Гитлер, и Штреземан хотели одного. Они хотели немецкого величия и немецкого могущества. Только Гитлер хотел это войной и, значит, распространением жизненного пространства на восток, а Штреземан хотел экономического могущества. По сути, получилось так, что Штреземан умер в 28 году. Гитлер взял власть и вверг Европу и мир в пучину вот этой кровищи и ужаса. А потом, в итоге, Германия все равно стала лидером ЕС на тех идеях, о которых говорил Штреземан. Она стала экономическим двигателем Европейского Союза. Возможно, знаете, типа, вот Украине выпало пройти через это горнило крови, через горнило крови провести в итоге всех соседей своих, и чтобы потом вернуться к тому же, с чего, что называется, и начинали. С идеей того, что экономика дает вам возможность жить хорошо и жить гораздо лучше, чем вы могли бы жить при вот этой вот военной линии такого военного национализма. Да, возможно, такая идея и станет путеводной звездой Украины. Может быть, не сразу, да, мы уже через сколько прошли вот этого кошмара и ужаса, но, тем не менее, возможно, украинцы, это им решать, да, они такую идею изберут, и, как правило, понимаете, не сработала идея сделаться военным клином. Не сработала, вот к чему она привела. Возможно, стоит попробовать что-то еще. А что еще? А вот вам идея на поверхности. Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли.
Да, спасибо вам большое, друзья. Опять же, жду всех в телеграм-канале Внешпол. Спасибо вам за внимание. И, что называется, надеюсь, наши с вами эфиры о боевых действиях закончатся и начнутся эфиры о каком-то, что называется, умиротворении, потому что, безусловно, хотелось бы спокойствия и мира для всех. Вот, спасибо. Да, друзья, всем добра и света, несмотря ни на что. Берегите себя и друг друга. Увидимся. До скорого.